Друзья, всем привет на канале Ржавого Доктора. И, к сожалению, вот эта огромная коробка с игрушками не поместилась на моем столе. Сейчас я буду доставать оттуда по одной игрушке и показывать вам. Ну что, друзья, начнем распаковку. Эта коробка ехала ко мне из Саранска. Там целая груда металлических игрушек. Честно сказать, я даже не знаю толком, что там, потому что их продавали одним лотом всего лишь за 1000 рублей. Я не глядя купил, потому что увидел там пару игрушек, которые нужны мне как доноры. Вот. Сейчас я распакую и покажу вам, какие игрушки мне оттуда нужны. Обалдеть, конечно. Так, сейчас я переставлю эту коробку рядом с собой, чтобы неудобно было доставать. Так, друзья, ну смотрите, одна из первых интересующих игрушек лежит прямо сверху. Это микроавтобус RAV производства Острецова. Я хотел себе такой купить. В интернете он до сих пор продается, стоит 850 рублей. Ну, честно сказать, я зажал немножечко денег, потому что, ну, примерно такой же комплектации он стоит, ну, гораздо дешевле. Этот мне достался за 1000 рублей, в придачу к нему еще куча разного металла. И эту игрушку я отреставрирую, естественно. Здесь не хватает переднего стекла, не хватает задних колес и не хватает заднего борта. Ну, борт здесь довольно-таки примитивный, его изготовить можно просто вырезав из жести, это самое, наверное, простое, что здесь можно сделать. Самое сложное — это передок. К сожалению, тяжело будет найти донора, либо просто готовый передний бампер, поэтому придется что-то самому сделать. Пока не знаю что, не знаю как, но мысли есть, конечно. Ну, естественно, как всегда в моих роликах, я все сделаю. Ну и руль, скорее всего, отпечатаю на 3D принтере. Вот, такой вот замечательный автобус. Напоминаю, производство Острецова. Просто классный. Так, ну что, приступим к следующей. Ну что, друзья, вот еще одна желанная игрушка в моей мастерской. Пусть покусают меня коллекционеры, но это Татра. Как бы все ни говорили, что у этой игрушки есть название International, повторяюсь, есть американская игрушка под названием International. ETL, по-моему, называется производитель, и модель International. В России это просто грузовик-самосвал. Изготавливалась она на заводе промышленных тракторов в городе Чебоксары. Нифига она не называется International, это обычный грузовик-самосвал. Я видел эту коробку в интернете. К сожалению, назвать ее игрушкой СССР очень сложно, потому что выпускалась она с 93 по 95 года. Ну, как бы СССР уже давно того. К сожалению, у нее не хватает заднего борта, не хватает колес и не хватает лобового стекла с дудками сверху. Дудки сверху или найду от донора и откопирую их из пластика, либо буду печатать на 3D принтере. Со стеклом пока не знаю что, скорее всего буду искать донора. Ну, задний борт там довольно-таки простой, можно будет сделать самому из жести. Колеса пока не знаю. Если найду что-то похожее, то сделаю из них копии и поставлю сюда. Если нет, то буду ждать, пока у меня появится донор. Но в целом вот такая вот интересная Татра. Да простят меня коллекционеры. Так, ну что, друзья, продолжим распаковывать. И сейчас у меня вот такие вот игрушки. Это грузовик-самосвал производства того же завода, что выпускал самосвалы «Волгарь». У меня вот к этой кабине сейчас приехал прицеп. Длинный такой полуприцеп, то есть это будет тягач и отцепной полуприцеп. Его я покажу в другой распаковке, потому что он пришел с другого адреса. А самосвал вот такой у меня уже есть один, у меня есть также бульдозер, если вы помните, и бетономешалка. Самосвальчик, естественно, я тоже отреставрирую, хотя мне на самом деле он нравится, он в хорошем состоянии. Единственное, что мне не нравятся вот эти вот колеса, потому что была серия этих игрушек, выпускалась она на других двухсоставных колесах, серые обода и внутри белые колпаки. Они смотрятся куда приятнее.
У меня, кстати, такие есть. Возможно, я сюда их поставлю и, видимо, мне придется отливать новые стекла. Я изготовлю сюда новое стекло, поставлю и, в принципе, вот в таком виде ее, наверное, и оставлю. Потому что у меня есть другая, она просто убитая в хлам. Она ржавая, там разбито стекло, там кто-то пытался ее подварить. И полностью ржавый кузов. И, скорее всего, вот ту я отреставрирую. Ну и также отреставрирую вот эту вот кабину, под которой у меня есть тягач. Не забывайте. Так, ну что, я достаю следующую игрушку. А точнее не игрушку, а всего лишь часть ее. Это кузов от Волгаря. У меня есть такой Волгарь, сгоревший. Потом я как-нибудь его отреставрирую. И у меня для него как раз-таки не хватало заднего борта. Вот здесь есть задний борт. Мне как раз нужно два таких, соответственно, этот я заберу как донор и сделаю такой же по копии этого. В целом, прицепчик в хорошем состоянии, скорее всего, я или оставлю его себе, вдруг у меня появится кабина без кузова, или я просто его продам тем, кому он действительно нужен, чтобы он не гнил просто у меня в мастерской. Есть еще вариант восстановить его в идеал и продать кому-нибудь, кто поставит его на свою игрушку без кузова. Посмотрим, какая судьба ждет этот прицеп. Так, ну что, волнительный момент. Сейчас я достаю кабину от КамАЗа. КамАЗ производства Красная Этна. К сожалению, от него есть только кабина. Нет ни дверей, ни стекла, ни рамы. Хотя, я не знаю, возможно, рама там в коробке. Как она выглядит, я, честно сказать, не представляю, потому что эту игрушку, в принципе, я держу впервые в руках. Возможно, что я найду там от нее раму, потому что там много всякого металла, и есть какие-то рамы, но от чего они, я понятия не имею. Надеюсь, что я найду какие-нибудь запчасти, и такой КамАЗ в целом виде, комплектный, появится у меня в мастерской. Так, ну что, игрушка из моей любимой серии. Если помните, я реставрировал мусоровоз подобный. Также вот у меня стоит пожарная машина из этой серии. Это, напоминаю... Господи, хотел сказать барнаульский, это не барнаульский, это донецкий завод игрушек. Здесь, как всегда, не хватает стекла, потому что оно, здесь практически никак не крепится, его держит только вот эта вот маленькая штука на морде. И не хватает сзади какого-то кузова, тента, я не знаю, что здесь должно, потому что вот есть отверстие, видимо, что здесь какой-то кузов был. Честно сказать, такую вариацию этой игрушки я вижу впервые. Надо будет потом поискать в интернете, что это за игрушка. Кстати, на удивление, здесь присутствуют два задних фонаря. Не хватает передней фары, ну и колес. Ну, колеса, собственно, вы видите, у меня есть на игрушке. Их можно будет легко откопировать через литьевой силикон и пластик и поставить сюда. Мне нравится эта серия игрушек, поэтому, скорее всего, это будет уже в ближайшем будущем. Ну что, друзья, сейчас настал момент исторический, потому что, наверное, вы видели на прошлой неделе ролик с распаковкой КамАЗа, который мне откопали ребята из Тихвина. И так ситуация сложилась, что мне нужен был для него донор. В интернете я не нашел, точнее нет, я нашел один, но он был в очень хорошем состоянии, стоил он 1300. Честно сказать, для донора это дорого. И потом я поехал получать вот эту коробку в транспортную компанию и начал листать фотографии, которые мне отправлял продавец. И наблюдаю такую картину. В груди металлолома валяется донор, который мне нужен для этого КамАЗа. Смотрите. Единственное, это маленький грузовик, не тягач с полуприцепом. У него не хватает кабины, не хватает передних колес. Есть практически живой задний кузов, задние колеса. И как раз таки тот пластик, который мне нужен. Единственное, что здесь не хватает трубы и запаски. Запаску я скопирую из колес от своего КамАЗа, поставлю сюда. И на данный момент это будет донор для реставрации моего тягача. Так, ну что, лезем дальше. Вот такой вот грузовик МАЗ. Полагаю, что где-то там в коробке лежит от него рама, потому что он стоял на какой-то раме, когда продавец выкладывал фото. Вот. У него, естественно, остались кусочки пластика. Здесь пластиковые крылья и пластиковая кабина должна быть, внутренний пластиковый салон. К сожалению, их нету. Рама довольно-таки сильно помята.
Ни кузова, ни рамы у меня нету. Возможно, когда-нибудь появится, и эту игрушку, точнее нету, а такую же игрушку я обязательно когда-нибудь отреставрирую для вас. Поэтому не забывайте смотреть все ролики на моем канале, вдруг что-нибудь важное пропустите. Так. Это прицепчик. Ну это прицеп от такой же серии игрушек Острецова. Это, по-моему, должно быть молоко. У него такая же должна быть кабина, и здесь надпись «Молоко». Кстати, по-моему, такая кабина у меня в мастерской где-то валяется, ржавая. На крайняк я видел их много на Авито. Если что, куплю себе какого-нибудь донора и восстановлю себе вот такое вот молочко. Здесь не хватает колес, но это, в принципе, и не проблема. Ну, кабину найдем. Так, ну что, я продолжаю доставать игрушки. Вот такие два багги. Завод «Радуга». Так, где-то здесь еще две мелкие игрушки были. Так, ну это тоже завод «Радуга». Почему-то у них нету низа и нету колес. Странно. Ну, к сожалению, такие игрушки я уже не смогу восстановить. Вот эту багги, кстати, возможно восстановить. В принципе, если ее полностью покрасить центральные полоски и наклеить сюда такую же деколь, как я клеил вот на эту острецовскую игрушку, то, в принципе, я ее смогу восстановить. Вот с этой уже сложнее. Тут очень много наклеенных... Какая интересная погремушка. Тут много наклеенных всяких элементов, которые мне не удастся повторить, скорее всего. Может быть, когда-нибудь на досуге я все-таки попробую ее восстановить. Ну, вот эти сразу скажу точно нет, поэтому они либо останутся у меня в мастерской, либо я продам каким-нибудь коллекционерам, кому это интересно. Вот этот джип, честно сказать, я даже не знаю, чье это производство, что это за игрушка и СССР ли это вообще. Скорее всего, я его тоже кому-нибудь или подарю, или продам. Возможно, подписчикам подарю. Вот. Ну что, продолжаем распаковку. Там куча каких-то огромных рам. Я их сейчас все выложу и посмотрим, что это за рамы. Какая-то огроменная рама. Среднего размера рама с кузовом. Так, кузов пока оставим. И еще одна рама. Еще одна рама с кузовом. Так, и снова рама. Так, это рама, это я знаю, от чего рама. Вот эта рама от грузовика БелАЗ. Такой здесь с большой пластиковой кабиной. У нее такая широкая кабина и узкая морда пластиковая, накрытая металлическим кожухом. Кстати, по-моему, я только что... Да, вот. Это, по-моему, кстати, от него. Стоп. В какую сторону? Вот так. Могу ошибаться, но, по-моему, это вот единая конструкция. Кабины там, к сожалению, нету. Вот. Ну, возможно, я и ошибаюсь. Возможно, это не отсюда, но очень похоже. Так, раму оставляю. Кузов пока... Еще один кузов. Так. Это поворотный механизм. Если не ошибаюсь, то от 130-го ЗИЛа. Может быть, от какого-то СИМа, но похоже на 130-й ЗИЛ. Любопытно. Может, от Красной Этны, кстати. Еще одна рама от БелАЗа. Такая же, кстати, есть 4 колеса. Любопытно. Оставляем. Ребята, что я нашел? Ха-ха, класс! Все, по-любому микроавтобус спасен. Так, где он? Это морда от микроавтобуса. Она лежала на дне коробки. Я не знаю, в курсе ли продавец, что она тут, потому что он мне сказал, что я ее не нашел. А может быть, сказал, что я нашел. Я, честно сказать, его не очень понял. Но, тем не менее, да, вот теперь микроавтобус практически полностью комплектный. Не хватает только задних колес и заднего борта. Все это легко изготовится. Фара здесь одна левая есть, правую я изготовлю. А может быть и наоборот. Правая есть, я левую изготовлю. Вот. Но в любом случае, в ближайшее время этот микроавтобус приобретет вторую жизнь. Не пропустите это видео. Блин, это прям круто, что есть морда, потому что где ее искать, я прям не представляю. Так,
это рама чего же от чего? А, это рама еще одна от Татры. Я же правильно понимаю, да? Да, все верно. Это рама от Татры. Теперь у меня есть лишняя рама. Вдруг с той что-то не так. Так, это от самосвала, который я показывал в самом начале. Который Бигфут на больших колесах. Еще один кузов. Что это за запчасти, я даже не представляю. От какого-то, наверное, трактора или чего-то такого. Сейчас попробуем найти, что там еще есть. А это, кстати, опять от микроавтобуса. Задняя часть. Вторая задняя часть. Прикольно. То не было ни одной, теперь аж целых две. И, кстати, здесь есть фонари. Это прям везение. И просто вот это подарок, потому что это очень редкая штука. Это то ли бульдозер, то ли погрузчик. Господи, я забыл производство. По-моему, Красная Этна, вроде бы, но это не точно. Очень редкая штука, очень дорогая. Блин, ну вот это очень круто. На самом деле, очень хочется восстановить такую игрушку. Так, это подъемный механизм для волгаря. Нафига он мне нужен, потому что я сам умею такие изготавливать. О, а вот и два колесика для микроавтобуса. Покопавшись в этой коробке, я уже практически собрал весь микроавтобус. Если бы там еще нашелся задний борт и лобовое стекло, то можно было хоть сейчас начинать реставрировать. Все, колеса есть. Лобовое стекло тут вообще примитивное, просто кусочек оргстекла. Боковых у него не должно быть. Ну и здесь лист жестянки, который с дырочкой, просто там ничего серьезного, легко изготовить. Все, класс, эту штуку я в ближайшее время для вас отреставрирую. Ну что ж, в коробке закончились интересности. Ну вот этот кузов, по-моему, я вам не показывал, не знаю от чего он, оставлю его там. Вот такая вот груда металлического хлама у меня на столе. На самом деле для вас это хлам, для меня это возможность восстановить какие-то игрушки, которые уже у меня есть в мастерской, либо которые я видел на продаже, и они нуждаются в запасных частях. И все это приобретет вторую жизнь. Если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не пропускайте мои ролики. До скорых встреч!